Твою мать. Твою мать! Сейчас она стоит точно 100% спала. Смотрите! Реально страшно, просто охренеть какой. Чё сейчас нахрен там орала? В палатке сидит ведьма. Это просто жесть, просто жесть. Всем привет, друзья, с вами как обычно Женя. Сейчас давайте так, ладно, не буду долго все рассказывать. Давайте так, вкратце, куда я вообще поехал, что я намеревался снимать для вас. В общем, раньше существовало две таких деревни, одна из них до сих пор есть. Я сейчас проезжаю как раз ее. Другая полностью стерта с лица земли. Давным-давно та, которая деревня уже исчезла, в ней, значит, жили так называемые бабки-повитухи, которые отчитывались, делали привороты, снимали всякие там выговоры, ходили принимать роды. Это все имело обратную сторону медали, и те люди, которым они там отделали какие-то отчитки, заболевали вновь. Женщины, которым они помогали рожать, потом через какое-то время заболевали, или же рождались больные дети, кто-то умирал. В итоге все это как-то сошло на нет, каких-то изгнали, какие-то ушли сами, кто-то умер. В общем, деревня вообще перестала кто-либо жить, и она вообще полностью была стерта с лица земли еще до войны. Но сейчас я еду именно в то место, где, по поверью, была так называемая дорога, которая соединяла одну деревню с другой, и в народе ее называли тропой ведьм. Что это было нахрен? Тропой ведьм. Что это было нахрен? Ведьм. 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 Что это было нахрен? Это место считается реально проклятым. Говорят, что ночью там можно увидеть несколько женщин, идущих друг за другой. В общем, попал я в полную жопу. Ребят, не знаю, это какое-то безумие реально. Сейчас хотите верьте, хотите нет. В общем, начались проблемы. Проблема того плана, что я искал это жуткое место, проклятое место. И так получилось, что нахрен я проехал так называемую точку невозврата. У меня сейчас заканчивается бензин практически уже на нуле. Осталось где-то, ну не знаю, километров может быть на
25-20, вот так вот. Я боюсь, что дальше вот по той дороге вряд ли я доеду до какой-то заправки, поэтому выход один. Наступает ночь, у меня нету нормальной теплой одежды, уже практически минусовая температура, и по всей вероятности здесь будет намного ниже нуля. Сети на телефоне также ни хрена нету. А вон там дальше идет такая вот дорога, тем более по которой реально может застрять. Я проехал так называемую точку невозврата, по которой еще можно было вернуться назад на заправке, которая была по пути. Но я ее проехал в надежде, что будет еще какой-то населенный пункт. Ни хрена. Фу, ребят, сейчас, короче, жутко реально. А вот только не стоит посмотреть туда, в ту чащу. Там начинается просто непроглядная тьма. Уже практически полностью стемнело. Минут где-то через 20, я думаю, если не меньше, будет уже полная ночь. А знаете, оттуда прям веет каким-то, я не знаю, первобытным страхом. Такое ощущение, как будто там ни разу не ступала нога человека. Какой-то дикий ужас. Хотя на самом деле это, наверное, не так, потому что так или иначе здесь идет вот такая вот дорога, и она уходит туда дальше вглубь. Вот там дальше находится деревня, в которой я только что проехал. Отсюда виден так или иначе свет из какого-то дома. Сейчас я пойду туда и попробую надыбать у кого-то бензин, сколько получится. Если получится, то залью ее в машину и поеду дальше туда, потому что до самой тропы так или иначе еще необходимо проделать какое-то расстояние. Я думаю, километрах 2, наверное, отсюда. Но еще даже не доехав туда, уже как-то страшно, ребят. Я не знаю, как я тут, если вдруг останусь на ночь, как я ее тут проведу, потому что уже реально, знаете, такое ощущение, как будто минус градуса 3-4. Я сейчас вот там вот, в конце дороги, в чаще, куда надо будет мне как раз направляться, был какой-то блик света, ребят. Там дальше. Слушайте, еще не наступила ночь, но мне уже жутко, просто жутко туда идти. Тихо, 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 какая-то машина едет, да? Да быстрее, быстрее, надо попросить у него бензина. Ой-ой-ой-ой. Я не знаю, это какая-то жопа, реально. Я попытался чуть продвинуть вперед, ребят. Здесь какой-то тупик, непонятная дорога вообще. Вот здесь так. Здесь так. Она просто зарывается в землю и все. Короче, ребят, две проблемы. Бензина нет и дороги тоже нет. Дороги нет одно, а дело в том, что я еще, помимо всего прочего, просто встал на ровном месте. Вон там уже начинается этот самый лес. И я не знаю вообще, что делать. Выход только такой. Нашел такую кирку. И только буду ей пытаться как-то исправить ситуацию, ребят. Потому что ни хрена больше не помогает. И ни хрена больше нету. Бля, я уже замахался. Бля.
Что сейчас крик был какой-то, что ли? Со стороны леса. Короче, принял окончательное решение, просто-напросто оставляю машину здесь, пусть стоит здесь, и, я не знаю, буду идти, может быть, кого-то попрошу, кто-то возьмет на буксир, если найду. Вот так или иначе, мой путь должен пролегать через вот этот лес, где и находится эта самая ведьмина тропа. Блин, это просто жесть, просто жесть. Короче, ребят, проблема усугубилась еще тем, что погода испортилась втройне, еще хуже, даже еще хуже, чем я ожидал, намного. Пошел просто лютый снег. В общем, жесткий мороз сменился вот таким вот снегом и непогодой, плюс еще и ветром. Это, конечно, весьма и весьма накидывает еще больше проблем. Не знаю, друзья, попытался проехать на машине еще чуть-чуть подальше. Вот там вот есть какой-то свет. Попробую сейчас, наверное, пойти на него. Как-то в обход. Он здесь начинаются овраги сплошные. Там, видите. Машина забуксовала. А выхода сейчас просто из нее нету. Даже не знаю, что делать. Короче, попал в полную засаду. И это место весьма-весьма нагнетает еще больше страха. Фух. Здесь какие-то странные по своему содержанию вот такие вот овраги. Обратите внимание, прям идет. Идет такой овраг. И такой вот спуск. Весьма я первый раз вижу в лесу. Сука! Ё-моё, я еще порвал от палатки. Блин, ну мне еще этого не хватало, а. Ух, ё. Это что такое? Там еще один. Собака. Неужели так и слышно из той дальней деревни? Она отсюда находится, блин, не знаю, километров 10, наверное. Лай я слышу с той стороны, ребят. Деревня горит вон там. Если видно огонек света. Это как-то жутковато. Я не знаю, что это за хреновня. Смотрите. Вот здесь подобие какого-то круга. Вот одно. И прямо рядом тут же еще один. Причем, знаете, он так
равномерно не начертан, а расположен, точнее, что просто очень-очень странно, каким образом вот это могло все создаться. Вижу такое в первый раз. В хрен знает где, в лютом лесу. Неужели это правда как-то связано с этой тропой ведьм? Друзья, сейчас, короче, решил где-то остановиться хотя бы, ну не на ночлег, а просто сделать небольшой привал. Потому что реально начинает снег усиливаться уже за какие-то считанные часы. Я не знаю, сколько я тут блуждаю, может быть, ну около часа уже навалило порядком снега, что просто охренеть. Поэтому думаю, что надо где-то здесь попробовать разбить хотя бы временно палатку и развести костер. Попробовать нарубить хвороста и попробовать разжечь здесь какой-никакой костер. Тихо. Что это сейчас было нахрен? Что ты орала сейчас там, а? Что сейчас нахрен там орала? По всем параметрам, ребят, сейчас я не знаю, что это было, может быть, это какая-то птица дикая. А блин, я жутко боюсь реально находиться ночью в лесу. И знаете, мне такое ощущение, несмотря на то, что здесь просто наглухо не ловит сеть, что мы сейчас находимся именно к непосредственной близости, как раз около называемой той самой тропы ведьм. Во-первых, эти странные круги на земле. У меня есть такие подозрения, знаете что? Вероятнее всего, сюда приезжают какие-то местные сатанисты, какой-нибудь культ черной магии, которые проводят здесь какие-то ритуалы. Сейчас просто это засыпало снегом, но 1000000%, что как раз где-то здесь и проходит эта самая ведьмина тропа. Я не могу сориентироваться просто где конкретно. У меня такое ощущение, что это где-то вон там вот. Где-то вот там. Ребят, сейчас попытаюсь. Вот там вот, значит, есть такой типа небольшой коридорчик. Установить там вторую камеру. Записи пошли. Ребят, сейчас подключила через Bluetooth камеру. Вроде бы немного с помехами, но все-таки показывает. Знаете что? Я слышал такое, что в области, в которой я нахожусь, короче, были такие случаи, что реально здесь разрывали кабаны в лесу до смерти. То есть это не шутки. Я опасаюсь того, что здесь тоже могут водиться такие дикие животные. Знаете, по тому крику, мне кажется, что это все-таки был, наверное, или кабан, или лось. Практически ничего не происходит. Кстати, смотрите, перестал идти снег. Хотя на улице, еще когда я устанавливал камеру, было достаточно обильные осадки.
Там дальше в темноте практически ничего не видно. Но это мои следы, по которым я прошел. Кстати, вон там вот дальше, видите, есть кое-какие следы зверей. Покачиваются деревья, видите? Смотрите. Хотя вроде бы ветер есть, но он действительно небольшой. Действительно небольшой. Понимать. Это дерево упало. Что сейчас на камеру? Может, это из-за ветра, из-за сильного? Я бы не сказал, что он сильно. Сильно. Мать, да ну нахрен. Кто здесь? Я хрен узнает. Что это нахрен было такое? Я услышал хруст, я чувствую, видел, что упала ветка. Кто здесь? Кто здесь? Не знаю, может быть, из-за того, что были какие-то легкие порывы ветра, ветка просто-напросто упала. Здесь на самом деле очень много сухостоев. Опасно тем в таких местах, в лесах, в деревнях всяких глухих, то что здесь вообще не ловит сеть, связи с внешним миром нету. И это реально вызывает просто лютый первобытный страх. Просто беспомощен вообще абсолютно. И любая какая-то, не знаю, какая-то опасность, беда, природы, там, сейчас я забуксовал, блин, нет кого попросить, позвать, чтобы мне кто-то помог. А если на меня кто-то нападет, ладно, паранормальные какие-то явления. Вот скажите мне, пожалуйста, сейчас я иду в этом лесу, где якобы проходила ведьмина тропа. Усилился снег. У меня сейчас как бы на секунду пропал дар речи, друзья. Откуда вот это вот здесь в лесу? Смотрите.
Что это, мать его, такое? Что, какие-то загоны? Конечно, видел всякое, но какие-то постройки в лесу для меня кажутся дико странными. Первые мысли приходят на ум того, что это связано с действительно какими-то ритуалами, которые здесь проводят. Какое-то по-настоящему жуткое место, в котором приходят, наверное, скорее всего, какие-то реально сатанисты. Ребят, снег просто не прекращается. Но, слава богу, хоть стал поменьше мороз. Вы знаете, я такое слышал, что если, не знаю, насколько это правда, в общем, поверю, если посмотреть ведьме в глаза, реально ведьме в глаза, то можно просто-напросто умереть со страха. А ты что там нахрен такое постоянно? Ребят, тихо. Что это за херня такая висит на дереве? Твою мать! Да нахер! Ёп! Откуда это здесь? Я пришел, здесь этого не было. Жили это правда жуткое, лютое место, где... Ребят, смотрите! Что это нахрен такое? Это знак ведьмы. Это стопроцентный знак ведьмы, которого, когда я пришел сюда, его здесь не было. Друзья, это шутка. Кто смотрел, наверное, фильм «Ведьма из Блэр». Вот там, кстати, были такие палки. Там тявкает где-то вдалеке в деревне собака. А сейчас был с другой стороны лай. Или это нереально огромная собака, здоровая просто какая-то лошадь. Или же это какой-то волк, ребят. Потому что, судя по, как сказать, по басу лая, да, можно определить, что там реально что-то большое. Ребят, я хрен его знает. Вот сейчас это тоже рук не моих рук дело, так скажем. Что это такое? Сейчас здесь через овраг висит вот там вот на дереве в глухом лесу. Так же, как и вот это вот явление с кругами. Смотрите. Что это висит там нахрен, а? Какой-то мешок подвешенный, да? Пакет, я не пойму. Сейчас, секунду. Блин, причем он на уровне висит, знаете, как будто это правда стоял какой-то человек. Бля, чуть не обосрался. Ёпта. Проходя сейчас, вижу какие-то старые заметенные следы. Ощущение, как будто здесь кто-то ходил. Так. Что там? Около этой самой тропы я хочу вам показать
один эксперимент, который я вычитал в интернете. Я не знаю, насколько он правдив, но на самом деле он жуткий по своему содержанию. Его смысл состоит в том, что необходимо для того, чтобы призвать ведьму в лесу, какой-то острый предмет, нож или топор, начертить круг на земле, стать в центр, одеть свою одежду наизнанку. Ну и самое главное условие, а для того, чтобы ведьма пришла, необходимо просто люто напугаться. Потому что якобы ведьма реально приходит только тогда, когда чувствует страх. Она питается им и идет только на него. Но я думаю, что в этом месте не составит труда мне испугаться. Я боюсь здесь, не переставая, каждую минуту. Ребят, блядь, сейчас только что-то хрустнуло. Отсюда в метрах 30, наверное, хрустнуло дерево. Я чуть не обосрался. И знаете, такая тишина. Тишина и большой гул ветра. Я, короче, я начертил вот такой вот круг. Смотрите. Сейчас, судя по всему, блядь, мне реально страшно, просто охренеть как. По всем параметрам, по всем легендам, а сейчас должна мне каким-то образом где-то явиться ведьма. Первое, что я замечаю, я одел, кстати, также свою верхнюю одежду наизнанку. Может быть, надо одеться полностью наизнанку. Ребят, ну, сейчас, значит, странное было только то, что вон там, где-то вдалеке, отсюда хрустнуло вот это самое дерево. И сейчас я стою вот так вот в кругу. Кто здесь? Ведьма этого леса, покажите себя в этом лесу. Ребята, вот сейчас со стороны моей палатки уже слышу который раз. До этого был именно с той стороны хруст дерева. Я могу это списать на то, что это из-за ветра, потому что сейчас есть небольшой, но все-таки ветер. Снег вроде бы прекратился. Упало это какое-то дерево. Но со стороны моей палатки я слышу периодически, блин, я не знаю, мне такое ощущение, как будто реально там кто-то лазит. Я отошел где-то метров 100 от нее. Находится как раз там. Давайте сейчас попробую просто-напросто оставить там свет вдалеке, а сам вернуться сюда и посмотреть издалека, будет ли там что-то происходить или нет. Ребятушки, смысл такой. Некоторые из вас писали мне сделать такой эксперимент, только правда где-то в домах ведьмы, но
Я также вычитал в интернете, есть такой способ проверить, есть ли в лесу или где-то там в доме каком-то действительно ведьма. Для этого понадобится вот такая конфета, ну любая какая-то конфета, потому что якобы они любят сладкое. Сейчас я положу ее в свою палатку и сам отойду на довольно-таки приличное расстояние, буду наблюдать издалека, будет ли что-то происходить или нет. Так, ладно, ребят, сейчас отбегу на такое расстояние, чуть подальше. Пожалуй, наверное, где-то здесь. Вы знаете, ребята, короче, слышал такое, что якобы если якобы раньше ведьму в лесах привязывали высоко к каким-то деревьям, преимущественно к осинам почему-то. К ним подвешивали какие-то тяжелые мешки с песком или с камнями, подвешивали к их конечностям, чтобы они мучились. Так, я сейчас вокруг ничего не вижу. Ничего не вижу, ребят. Единственное, прям над палаткой шевелится ветка. Но это преимущественно из-за того, что есть небольшие порывы ветра. Наверное, все-таки накрутка, но мне сейчас... Я не на секунду себе представил, и мне сейчас постоянно не покидает чувство, что вот сейчас она стоит точно 100% за палаткой. Ну хорошо. Знаете как? Вдруг ведьма, как сказать, не хочет, чтобы на нее смотрели, то есть она якобы чувствует, да? Давайте я отвернусь. Вот сейчас, насколько записывает камера, то есть я не вижу, что происходит за мной. И все это только я посмотрю на монтаже, ребят. У меня чувство, вот как обычно, знаете, чего-то присутствия прямо за моей спиной. Может быть, это, как сказать, объясняется тем, что я же там оставил свет, оставил какие-то свои вещи, и у меня есть какое-то подсознательное ожидание, что там должно что-то произойти. Вот сейчас, в данный момент, наверное, из-за этого, может быть, я себе накрутил. Собака постоянно гавкает. И вот 100% чует, знаете, что здесь находится человек. Ну, то есть я. Какие-то трески дерева. Вот с той стороны.
Твою мать! Я боюсь подходить сейчас туда. Сука. Сука. Ну, конечно, блин. Да, твою мать, а. Видимо, от скотча. Скотч отошел от аккумулятора, потому что у меня все держится на соплях и пропал свет. Так. Камера пишет хоть? Камера пишет. Я сейчас реально чуть не наложил в штаны, ребят. Сейчас прям у меня, когда я шел, 100% ассоциация того, что в палатке сидит ведьма. Но по факту оказалось, что свет вырубился из-за крепления на скотче. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Сука, там кто-то лазит. Периодически прям слышал отчетливо, что где-то с той стороны похрустывание веток. Знаете, как будто, правда, действительно кто-то прошел. Не могу сказать, человек ли это или нет, но факт чего-то физического присутствия, скорее всего, это какое-то, возможно быть, животное.
Друзья, перед тем как перейти к заключительной части этого видео, хочу вам кое-что показать, что было увидено на монтаже. Сейчас вы видите папку с видеофайлами с одной из камер. У каждого видеофайла создается значок путем случайно выбранного кадра из видео. Обратите внимание на этот файл. Очевидно, что на нем 100% нечто похожее на какое-то демоническое, жуткое лицо. Но открыв это видео, чтобы понять, какой именно кадр был снят в тот момент, все становится понятным. Это просто случайное хаотичное расположение предметов плюс света в тот момент. Но создается вопрос, почему именно этот значок, напоминающий страшное лицо демона, появляется, отображая этот видеофайл. Что, друзья мои, вам, наверное, интересно, чем же закончилось это злосчастное приключение в этом ведьмином лесу. На самом деле все довольно просто. В общем, ехал какой-то мужик вот там по той сельской дороге, которая отсюда проходит где-то километрах, наверное, 5-7. Ехал в свою деревню и, в общем, слава богу, что он мне помог. Лишний раз убеждаюсь, что мир не без добрых людей, всегда найдется люди, совсем чужие люди, которые смогут прийти к вам на помощь. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и оно заслужило от вас лайка. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был Женя. Всем пока, до новых встреч. Увидимся позже в новых страшных выпусках.